Мир вам, друзья! Это история о невероятной Индии, которую я увидел своими глазами. India is so lovely. Я приехал сюда с открытым сердцем, а меня встретили с распростертыми руками. It is paradise on earth. That's what we call it. Рикша, документы, закрытый офис. Система оказалась простой. Турист – это деньги. Very interesting, very interesting. Я верю, что в каждом месте живут хорошие люди. Ассаламу алейкум. Мусафир, Беларусь. Здесь большинство мусульмане. 95% Muslim majority in Kashmir. Простые, открытые и гостеприимные. Люди, которые живут скромно, но с достоинством. Когда я сказал, что хочу оказаться в диких местах Индии, я даже не подозревал. Кашмир находится между Индией, Пакистаном и Китаем. Его называют раем на земле. Heaven, paradise, but no place I have seen like the Kashmir. Но за этой красотой скрывается страх, военный и постоянное напряжение. Если здесь не будет этих людей, то нагрянет сильный конфликт. Я никого не осуждаю и не пытаюсь напугать, но за каждым моим шагом словно наблюдали. И туристы чувствуют это сразу. I trust you. Yeah. Thank you very much. Я считаю важным говорить об этом честно, чтобы обезопасить тех, кто приедет сюда после меня. Я хочу показать жизнь такой, какая она есть, с ее удивительным светом и сложностями. If I love you, you can love me. I love you, Фарук. В этом видео вы узнаете Кашмир глазами обычных людей. Увидите их дома, еду, заботы и настоящую веру. Если тебе важно смотреть на мир честно, подпишись и поставь лайк. Это совершенно бесплатно. А я начинаю историю прямиком из аэропорта Нью-Дели. Мне надо идти, видимо, по второй зоне, потому что я сделал себе электронную визу. Мне поставили штамп в печати, сказали «Have a good day, let's go». Я прилетел после дождика, и здесь достаточно сыро, хотя на улице всего 26 градусов. Я обнаружил, что здесь есть метро, тут здоровая очередь, в которой я не хочу стоять. У меня есть карта банковская. Вот в некоторых странах можно проходить, просто приложив ее. Чекаем. Прикладываю. Банковская не работает. Придется идти стоять за билетом. Картой оплатить можно, и мне дали вот такой билет. Стоил он 160 рупий. Не знаю, много это или мало. Тут надо как-то прислонять, видимо, сюда QR-чик, да? Все, я прошел. Отлично, система работает. Кстати, они у меня прям спросили, куда я еду. Я говорю сначала в центр города, они говорят, конкретнее. Я говорю, ну, типа, на базар. А эту остановку они мне и выдали билет. Я могу ошибаться, но, кажется, здесь нельзя обливать. И штраф где-то 200 рупий. Я решил не терять зря время, просто прыгнул в первый попавшийся поезд. Если честно говоря, то от российского метро совершенно ничем не отличается. Люди все те же самые, все также возят багаж из аэропорта. Тут прям жесть, я еле-еле вышел со своим рюкзаком. Сдается мне, что вся эта очередь на выход, и чтобы выйти из этого места, нужно иметь тот билетик, который я покупал. Поэтому его выбрасывать ни в коем случае не стоит. Hello brother, how are you? Nice country. India is very good, lovely place. India is so lovely. Can you say me what the weather in India today? Today the weather is also very good. Very good, fantastic. My name is Ayar. Yes. Nice to meet you, friend. Nice to meet you, my brother. В общем, этот парень мне рассказал, что в каждом городе, в каждой провинции в Индии говорят на своем языке. Что-то похожее между собой. Отличаются интонации и ударения. Вот так выглядит, значит, запрос на получение билета на поезд. Ты берешь оттуда бумажку, сейчас ее будешь заполнять на индийском языке. И теперь должен разобраться, что же мне тут заполнять и что делать. Продавец билетов сказал, что здесь сейчас билетов нету. Видимо, они уже все закончились. Поэтому я бегу к своей рикше, и мы едем с ним в другое место, там, где все покупают билеты. И вот там мне должны его продать. Какова была вероятность, что я зайду в какое-то место и сразу же, типа, решусь на большое турне? Меня таксист подвез в International Tourist Center, где я хотел просто сделать себе сим-карту. А мне впарили, типа, целый тур поехать в Кашмир. Я не смог отказать, потому что посмотрел, у человека висят фотографии с президентом. Сразу поверила, что тут все будет справедливо и честно. The boss of company. Bashir Ahmed. Thank you for a good trip to reservation Kashmir. Yep. Yes, you are going tomorrow to Delhi to Srinagar by flight. Yep. And it's one of the most beautiful part of Indian Himalayas and where you can see a lot of nice nature. I believe that it will be one of the wonderful place in India. It is paradise on earth. That's what we call it. It's right now, it's right on the top of the India. We call it crown of India because the people who like nature, peace, hiking mountains, and they want to have a bit of relaxation, and it's a place for them. Thank you, sir. Thank you very much.
Я добрался до квартиры, которую мне рекомендовал мой друг. Стены расписаны карандашом, повсюду грязь, влажно, сверху практически оторванный вентилятор. Воздух очень затхлый, такое ощущение, как будто бы здесь плесень прямо в стенах. Я заплатил 21 тысячу рупий за большое путешествие, которое включает много всяких плюшек. Полный трансфер в аэропорт, из аэропорта, билет на самолет, еда включена, проживание 5 дней. Также мне сделают сим-карту, которая будет работать по всей стране. В общем и целом я решил провести этих несколько дней в режиме «все включено», чтобы познакомиться со страной получше, узнать людей и, в принципе, ни о чем не переживать, не экономить. В общем, мне придется кушать в Макдональдсе, других вариантов у меня нету. Я могу травануться сегодня любой другой едой и завтра уже никуда не поехать. Меню, конечно, отличается, не правда ли? Тут нету говядины, поэтому любое меню, которое вы можете заказать, скорее всего, оно будет с курицей. So, guys, today we should find a wife for me. After dinner we go and try to find it. Короче, я потерял билет, когда проходил контроль. И сейчас мы минут 10 разбирались с тем, где мои документы, чтобы я смог попасть на этот важный самолет. Вам может показаться, что все мои передвижения какие-то резкие и непонятные. Но на самом деле у меня есть четкая стратегия. Я придерживаюсь плана путешествия с размахом. Вот я наконец-то добрался до Кашмира. Меня везет Фарук, водитель от компании, которая решила организовать мой туризм. Как вы слышите, вокруг все сигналят. Я не знаю для чего, они просто обозначают свое присутствие. Это место отличается от Дельфи, здесь намного чище. Людей много и колоритная обстановка. This is the house of Ahmed. Слушайте, но дом прям красивый. Огромная вилла, тут 3 или 4 этажа. Вау! Nice! Just look at that! Ребята, ну посмотрите, я не зря согласился, это здорово. Thank you, bro. Thank you. Друзья, как вы видите, встретили меня замечательно. Подготовили уже небольшой завтрак по прибытию. Лепешечки, чай с маслом. Smell nice. Saffron. We have a famous saffron in Kashmir, sir. Пока мы ехали с Фаруком в машине, он рассказал мне о том, что в Кашмире находится 95% мусульман. Это местные жители. Yes, 95% Muslim majority in Kashmir. So 5% Buddhist and Christian and Hindu. Only 5%. You can see every village you can go, you can see every village in mosque. But we respect every religion. Здесь высокогорье, прекрасные пейзажи, озера и много туристических маршрутов, которые можно пройти с палаткой. Pakistan, China and India. We have a middle. Yes. Pakistan very close, China is very close, India is our father. Как вы поняли, друзья, вокруг Кашмира находятся еще и Пакистан и Китай. Поэтому это место сильно охраняется, здесь много военных. Никто вас не потревожит и не сделает ничего плохого. Главное самому вести себя уважительно. I can respect everybody. So this is good for us, you know. If I love you, you can love me. I love you, Фарук. Друзья, я, в общем, оказался на рынке в Кашмире, и тут огромная суета и движуха, много народа. Меня сопровождает Латиф, чтобы меня не украли в этой стране. Yeah, this is supermarket in Kashmir. Very famous market in here. The local people come here. You can possible everything here. Can we find a hashish here? No. It's a joke. Sorry. You say everything, Okay, but not practice no. Kashmir, there's so much traffic, so much car, like beep. This is reason for traffics. I think it's a friendly beep. Like, give me the road. Guys, where are you from? Kashmir. Kashmir? How is your name? Shahid. О, nice to meet you. Как вы видите, прогулки по рынку достаточно интересные. Много насыщенных мест. Короче, мы съедим сейчас по мороженому, походу очень вкусному. 2 рожка за 100 рупий. Получается где-то 90 рублей. Отличная цена. И хорошее плотное мороженое. This is the Hazrat Bal Mosque, the big mosque in Kashmir. See, so many people here. They're gonna praying here, you know. If I understand right, the people make a 5-time namaz. One day, 5 times. Early morning, in 1 o'clock, in 5 o'clock, in 7 o'clock, in last pray, evening time. How many people come here to make namaz every day? But there are so many, thousand people. 10,001 one time. Walaikum salam. Как дела у тебя? How it's going? Yes, I am going. Thank you, bro. Thank you. Как вы видите, атмосфера здесь очень дружелюбная. Никто не вызывает никаких
негативных чувств. Люди стремятся только провести хорошо время. Вам может показаться, что в мусульманских странах достаточно опасно. Я могу опровергнуть это мнение, потому что более безопаснее, чем здесь, я себя нигде не чувствовал. Я зашел на рынок и купил себе немножко фруктов. Взял небольшой арбузик, где-то на килограммчика 1,5. Кстати, они странные, выглядят необычно, потому что у них нету полос, как у нас привычных. И также взял яблоки. За все вместе вышло 150 рублей, где-то так. Как вас зовут? Narazdi. Nice to meet you, friend. Yes. Best fruit in Kashmir. Latif, maybe you can tell me a little bit about caste in India, especially in Muslim society. They have so many things caste in India. They have Brahman, they have Marathi, they have Gujarati. Everybody is not the same caste, is different also. Как вы поняли, он отказывается говорить в общественных местах про касты. Его могут дискредитировать и вообще косо посмотреть на это. Do you want a watermelon? I just get watermelon. Do you want it? Вы знаете, ситуация с каждым днем накаляется все больше и больше. Прямо сейчас за мной из окна следит хозяин этого дома. Дело в том, что каста — это не просто иерархия, это особая система в стране, и люди боятся говорить об этом. Человек, с которым я гулял по рынку, побоялся давать мне интервью и дома, у хозяина, потому что тот мог услышать. Дело в том, что Латифу 40 лет. И он до сих пор не умеет читать и писать. Человек свободно говорит на английском языке, ведет вполне интересную беседу, но при этом на него располагаются определенные запреты, которые он не может нарушать. Такое ощущение, как будто бы он совсем не свободен, словно крепостной, принадлежит своему феодалу. Я не хочу ничего сказать плохого о людях в Индии, но эта система взаимодействия между друг другом несколько меня пугает. Латиф успел обмолвиться парой слов, говоря о том, что богатство определяет статус человека, его уровень. Из некоторых источников, я думаю, всем известно, что в Индии есть много разных каст. Я постараюсь разобраться в этом подробнее и докопаться до правды, узнать, почему люди скрывают эту информацию. Вот так, друзья, мы сидим у карты и сейчас планируем маршрут, который я буду совершать из Кашмира по всей Индии. You are starting from here, doing some local. Then after local, you are doing some couple of places here to visit, some sightseeing, like a Gulmarg. Yep. And there is a place called Doodh Patri, and there you can do also a lake tour in Shikara. And you can go also from here to Leh by car. Супер вкратце рассказываю информацию. Меня выгнали сейчас из отеля из-за того, что я не хотел платить за дополнительные путешествия. Они пытались отправить меня на какие-то туры, которые мне совершенно не нужны. It's a very long road. I think it's... Very interesting. Very interesting. I trust you. Yeah. Thank you very much. You see, there are many people are visiting in those places. Look, these are the people going. И поэтому прямо сейчас я мгновенно собираю вещи, и Ахмад из Дели помогает мне отсюда съехать в другую гостиницу. Я быстренько сел в машину, чтобы свалить оттуда, и вот меня решили подвезти типа до лодки, в которой я буду жить, потому что другого места в этом городе сейчас не нашлось. Кстати, все мои вещи в стирке, поэтому я еду в термобелье, без трусов, считай, выкинули из дома. Меня сбагрили к местным жителям, которые живут точно в таких же условиях. Место замечательное, выглядит намного интереснее, чем загородный дом. Да, в принципе, не кайфово, так даже интереснее. Лодка выполнена в деревянном стиле. Здесь все-таки есть электричество, можно даже найти холодильник, телевизор, вентиляторы. Кстати, я смотрел по интернету, здесь можно бронировать места на островке. И они стоят, кажется, от 2 до 5 тысяч. А это моя комната, в которой я теперь живу. У меня здесь 2 кровати, на одной могу валяться, на второй работать. Своя ванная комната. Насчет качества я пока не уверен, но зато у меня есть душ, туалет, в принципе, все, что необходимо. Деревня удивляет с каждым днем все больше и больше. Вы понимаете, местные жители, они живут по своим канонам и правилам. Если ты не начинаешь сорить деньгами, они из-за этого огорчаются и хотят увидеть дополнительную прибыль. Именно поэтому они сослали меня на лодку. Я хотел поехать на общественном транспорте в горы, посмотреть, как здесь все устроено. Они говорят: нет, это небезопасно, дружок. А вот теперь я иду обедать к своим друзьям. Ассаламу алейкум. Ahmed, say me I can buy SIM card and it will work all India. No. There is no possible. Кашмир и остальная Индия работают по разным сетям коммуникаций. Получается, что в Дели Ахмед меня еще раз сделал, и я тут выживаю в поисках Wi-Fi.
Первые дни я несколько переживал за антисанитарию, думал, что мой кишечник не выдержит, и я буду страдать диареей все время. Но если ты находишься с мусульманами, тогда за еду можно не переживать. Готовят они вполне адекватно простую пищу, рис, картошку. Как видите, ребята едят руками, и для них это совершенно нормально. Обычно даже за столом есть тарелка с водой, в которой после еды моют руки. Then cleaning all boats. First cleaning this cleaning. В общем, пацаны там укрепляют эти щели, пытаются их заделать, чтобы вода больше не поступала на лодку, чтобы я не утонул случайно ночью. Поэтому я покойненько ожидаю в другой комнате. И по завершению они меня позовут, чтобы я принял их работу и проверил, все ли в порядке. Ребята, меня, в общем, выперли из лодки, и теперь меня собираются отправить на вот этом судне в какой-то другой отель. Куда я плыву и еду, я не знаю. Окей, Латиф, let's go. Let's go. Let's go. Это какое-то безумие. Я просто не понимаю, что со мной делают, куда меня отправляют. Yesterday, Ahmed say me, I'm going sleep on a town. Now we drive to another house boat. House, not houseboat. It's very far of this place. No, not so far. Good place. Okay, I trust you. Когда я сказал, что хочу оказаться в диких местах Индии, я даже не подозревал, что окажусь в деревне, которая находится на озере. Я был выперт из дома, выперт из лодки. Сейчас меня на моторке везут куда-то по озеру, в какой-то чужой дом, какой-то семье. И я даже не знаю, где я окажусь. Но люди очень приветливые. Я здесь ничего не боюсь, просто чувствую себя в несколько безумных условиях. Салам алейкум. Салам алейкум. Мы пришвартовались с какого-то берега и идем в сторону дома. Все выглядит вполне уютно и замечательно. Так, вот меня заселили в комнатку. Мне, в принципе, нравится. Самое главное, то, что я нахожусь в правильном районе. Теперь я смогу увидеть, как живут люди по-настоящему. Ассаламу алейкум. Познакомился с семьей и нахожусь у них в доме. Меня очень гостеприимно встречают, и мне нравится обстановка. Теперь я прогуливаюсь по Лондонскому мосту, деревянному, очень красивому и экзотичному, можно так даже сказать. Нужно быть осторожным, потому что я могу провалиться, поэтому иду по центральной балке. Вы представляете, если бы вы заселились в обычную гостиницу, там, где все сделано по-европейски, то бы вы увидели интересного, свозили бы вас куда-то, да? А так ты реально заселяешься и узнаешь местных людей, как у них протекает здесь жизнь. Можно даже схватить местную диарею и проверить ее на стойкость. Кстати, пройдя всего несколько метров по этому мосту, я добираюсь до старого города. Смотрите, вот человек занимается тем, что ухаживает за рекой, собирает мусор и аккуратненько его складывает в лодку. Можно даже сказать, что это весьма хорошие условия, потому что здесь не видно никакого пластика, не плавают бутылки и мусор. Но купаться в такой воде однозначно не стоит. Улицы еще спят, людей совсем нету, еще ранняя пора. Прилавки еще закрыты, хотя этим утром уже в 6 утра Латиф поднялся и начал заниматься домашними делами. А вот это похоже на знаменитые индийские кирпичи, которые делают вручную. Видите, на них даже есть отметки, которые обозначают, наверное, место производства. Hello. Yes, very small country. Nice to meet you. Papora? Мне дали попробовать что-то. Похоже на очень неаппетитный кусочек, сделанный с помощью рук. То ли тесто, то ли лук, смешанный с чем-то, непонятно. Хрустит из-за того, что он провалялся в масле. Как я понимаю, здесь есть и отдельные женские хостелы, гостиницы. Вот называется хиджаб. Наверное, там можно встретить только женщин. Безопасно, дешево и сердито. Наверное, неплохой вариант для ваших путешествий. На улице каждый будет стараться с вами познакомиться, взять вас за руку крепко, дерзко и не отпускать. Втюхать что-нибудь. Это традиция в Индии. Поэтому нужно быть аккуратнее и не реагировать на любые приглашения. Я стараюсь вести себя тихо, потому что не знаю, куда попал. Наверное, к мечети. Я точно так же, как и все, снял обувь и иду босиком. Возможно, сегодня будет какая-то молитва или общее собрание. Там позади меня находится храм, в который люди заходят и произносят молитвы. Наверное, внутрь я заходить не буду, потому что не хочется нарушать традиции и святые места, осквернять их или мешать людям. Снимать здесь тоже не рекомендуется. Я видел знаки, запрещающие это делать. Поэтому не буду нагнетать на себя агрессию и тихонечко пройду мимо.
Сдается мне, что люди получают там бесплатную еду. Наверное, местная благотворительность. А вот ребята кушают. Они, видимо, взяли рис. Он, кажется, был с изюмом, может быть, с мясом. Кушают в ладошках, и, в принципе, всех это устраивает. Интересные люди, все со мной здороваются, общаются. С позитивом, с добродушием. Когда это делают, то легко воспринимается и даже приятно. И приходят сюда и раскидывают какие-то оранжевые зерна. Да, люди подходят к тебе и просят денежку. Если хоть одному дашь денежку, то остальные начнут подходить и становиться в очередь. На вершине горы открывается вид на весь Кашмир. Пикоугольные крыши напоминают буддийские храмы, но здесь их навряд ли получится встретить, потому что 95% населения — это мусульмане. Я единственный иностранец в этом месте. Здесь нету белых лиц. Люди не стесняются подходить ко мне и знакомиться. Ассаламу алейкум. Мусафир, белорус. Видите, я совершенно спокойно здороваюсь с каждым человеком, жму ему руку. И это ли не показатель дружелюбности страны, когда каждый к тебе относится с уважением и с пониманием? Первоначально может показаться, что на тебя смотрят несколько озлобленно или с агрессией, но это просто внешняя маска. Как только ты улыбнешься человеку, он сразу же улыбается тебе в ответ. How is your name? My name is Basharat. Nice to meet you, Basharat. I am very nice to meet you. Can you say me about this place? Sultan Arifin, he is a big Muslim scholar. He has Jahangir. Very good view. I like this place. It is very nice. Шанкри, мой brother. Хочу заметить одну важную вещь. Погода здесь совершенно отличается от Средней Азии. Аномальным образом. Вся спина мокрая, вся грудь мокрая. Высушиться здесь получится только в гостинице. Провода настеланы один на другой. Весь город запутан в одной большой паутине. А вот так ребята делают лепешки, которыми мы завтракаем. Эти лепешки натираются вот на таких деревянных площадках. То самое тесто по утрам подают мне уже в виде лепешки. Эта вещь очень похожа на тандыр, только в индийском стиле, и лепешки чуть поменьше. Чистоту здесь стараются соблюдать, протирая обычной тряпкой все, что возможно, без каких-либо санитарных вещей. Никакой химии, бытовой, спирта и так далее, просто тряпка, которой месяцами протирают одно и то же место. Я думал, что лепешка — это самое чистое, что я смогу здесь есть. Но после того, как я посмотрел, как ее готовят, у меня изменилось мнение. Looking nice, very tasty. They also mix some onions. You eat same? Yeah. You told me before that you can't read and can't write. Yep. Yeah. I can't write, not read. But I am not go school. You're very intelligent. You speak in English. I speak good English, but I have so many people coming here, European people, Australia, America, so many people coming here. I try just speak. Я, кстати, считаю, что это достаточно интересная ситуация, когда человек в возрасте 40 лет, хорошо разговаривающий по-английски, знающий свой родной язык, но не может писать и читать. Why you can't go to school? What happened? That time I'm not afford to go to school. My father is not afford. There is very expensive school. You should pay to school? Yeah, of course. But I pay to school. It's not a free? There is also government school. They have free, but they have the first little bit charge. Very far school. When they go bus, they pay for the car every day. How much cost going to school? Government school 1,500 rupees. For months? Yeah. If you go private school, the 4,000 rupees. Как говорил Латиф, здесь есть разные школы, частные и государственные. Это была частная. Обучение в такой стоит около 4000 рупий в месяц. Не маленькие деньги для местных. Многие люди здесь зарабатывают около $10 в месяц. Представляете, какой уровень бедности? Переводя на российские деньги, курс практически 1 к 1. Правда, российский рубль на 10% больше. Получается, что государственная школа стоит около 1300 рублей в месяц. Частная школа будет стоить около 3700 рублей в месяц. Те, кто имеет хоть какие-то знакомства или специализацию, могут зарабатывать $100 в месяц. Но на эти деньги не отправить ребенка в школу, а тем более вырастить его грамотным и умеющим читать. Why you not going to school? My mother was died. That time I am very small. Then I go in the mountains. There is different story about these things. How do you think this is possible to change your life from poor to rich? I don't know. Maybe I think this is like some people they have good business. Some people they help the poor people, save in money, then go a little bit high. But how much money you should save to change your life? The God knows everything. I am not knows nothing. Maybe you go good company. Some people they need good salary. They're getting very
fast saving money. Пускай между нами с Латифом есть языковая преграда, которая несколько нам мешает, но мне достаточно заглянуть ему в глаза, чтобы понять, где он не хочет рассказывать, где он стесняется или даже боится говорить о чем-то. Why some people thinking that they are a little bit higher than another? They have businessmen here. There are some people very rich. I tell you before. Some people mind different. Every people is not same. I give you information. They have some people very rich. Some people they have normal people. They have different life. Он несколько стесняется отвечать на вопросы, возможно, даже боится. Есть некоторые темы, на которые он так и не соглашается разговаривать на камеру. Как вы понимаете, события были не лишены происшествий. Я оказался в диких условиях. Практически меня отвезли в халупы, самые бедные районы. Ахмед быстро исправил ситуацию, и за мной приехал Латиф и забрал меня. Мне позвонил Ахмат и такой: чувак, мне нужна твоя рекомендация. Ко мне приехали белорусы, и они хотят заселиться ко мне в отель. Я такой: блин, ну после того, как ты меня заселил в жопу мира, на озеро куда-то, я никому рекомендаций давать не буду. Он говорит: чувак, я тебя туда не заселял, это кто-то наврал. Сейчас я все организую, тебя отвезут на другую лодку, там все будет лакшери включено, Латиф заберет тебя. Приехал Латиф на стрессе, на него накричали, он такой: Семен, сейчас я тебя заберу. Вот это похоже на мою новую лодку. Ассаламу алейкум. Путешествовать с индусами и перемещаться по их правилам достаточно сложно, потому что они меняют правила игры. Реально это зашквар, когда ты договариваешься на одни условия, а по факту тебе предоставляют другие. Ты вроде бы стараешься с ними о чем-то договориться, но они постоянно хотят изменить условия и перенести выгоду в свою сторону. My name is Abdul Hamid Kullu Dangola. This is one of the best place in Kashmir. How old this boat? This boat is nearly about 65 years old, but we cannot make any more boat. It is impossible. Whatever it is God gifted now because it is from parents. Because it costs a lot of money that we cannot afford, and it is like monument because it is damn expensive. Which wood we are using, that is called a pine wood. They brought the wood which was already, they make the season. So the pine wood was seasoned, then they start to make boat. That time it was very cheap and very reasonable. This time we are not having any that carpenter. Вы только представьте, эту лодку построили 65 лет назад. Из года в год он живет на ней, ремонтирует ее и всячески старается поддерживать в ней жизнь и сохранять дух времени, который она проводит на себе, несмотря ни на что. Our handicraft is nearly getting finished. Because when they don't have business, how they do handicraft business. But original is original. What about this chairs, table and all decoration in your boat? This is by hand? This is by hand. This Wow, is by hand. awesome. This is naturally, everything you will see by hand. Nothing is machine here. Здесь создается ощущение колониального стиля. Мебель выглядит аутентично. Красивые мотивы, вырезанные из дерева, узоры. Все наполняет жизнью это место. Кстати, вот прямо сейчас я смотрю здесь на стол и вижу деньги с различных стран мира. Наверное, многие, кто сюда приезжают, оставляют их на память. That is oldest step, and you cannot see like this step now. You can compare this table, nobody making, you can look many furniture that was making like sitting in the dining table or chairs that is like almond designed, and you can see these chairs. It's like museum. It is like museum. Really, for me, at first sight, I saw it's an awesome for me. Museum. Здесь как будто бы другая атмосфера и другая жизнь. Возможно, здесь даже обитает какая-то необычная энергия. One of interesting moment for me, that's the water. How they come to the boat? You have some tubes? We have the pipe, we have pipe connection. We have from there the electric come, the pipe come underground in the water, and we have drainage that is underground in the water. So that is no problem. What problem is the government? Whatever the politics people want to do, they can do it. Whether Kashmir is the main place in the tourism in world #1, and if you go all over world, you cannot see like this place. If there is paradise on the earth, that is the Kashmir. В данном регионе существует достаточно большая проблема с туристами. В нем существует несколько проблем с геополитикой. Tourism they have sold out now. This became now business, lot of. Before it was very happy job. This time the houseboat people are not satisfied with this job because they are too much problem. Government give no help them. Government before they have a counter.
Like I tell you, houseboat people had counter at the airport. So old people was getting, there was boys staying. So he was booking his tourist very easier. Now it is changing. Government has given no counter, nothing now. So it is, if I take counter at the airport, they charge very high. They say you have to pay 8-9 lakh rupees per month. Where we can bring that money, whoever that counter? So government has done too much about this, to kill us people. This is, believe me, if soon this will be the same position, this industry will go finish. Арендодатели лодок, гостиниц и других туристических маршрутов испытывают сложности с притоком денег. Им приходится постоянно ремонтировать лодку, заниматься оборудованием территории и всячески подготавливать свое место на 3-4 месяца, которые в сезоне могут принести деньги. В году больше нету другого времени, чтобы встретить туристов. But no place I have seen like the Kashmir. But this was heaven, paradise, but this becoming day by day hell now. Due to the politics make this hell. Whether people are gently here, people are very livelihood helping people. But I don't know why this politics make just problem to the Kashmir. What type of problems? Like before the government was helping us. If I had no business, they was giving you compensations. So we must do in year 90 days business. Then you are feeding your family. Nobody give you. It is not like that I get any pension, that I have any money. They was earning for 6 months and 6 months they was eating in the winter. Before olden days, they were like our grandfather, very happily. Началось утро, и мы отплыли с лодки на другой лодке, поменьше, уже к берегу. Сейчас причалим и отправимся в город. Есть несколько часов, чтобы прогуляться, посмотреть на места, в которых я еще не был. Сегодня большой праздник в этой стране. День независимости Индии. 15 августа каждый человек в этой стране празднует этот день. Многие собираются на утреннюю молитву, кто-то покупает сладости и фрукты, чтобы разделить их вместе со своей семьей. Многие магазины и достопримечательные места сегодня закрыты, поэтому в большие праздники сложно попасть куда-то. В традицию входит принести жертву козу для того, чтобы приготовить блюдо и разделить его вместе со своей семьей и друзьями. Могло показаться, что в таких странах бензин должен стоить совсем копейки. Однако здесь за него платят большие деньги. Около 100 рупий за дизель. Не маленькие цены, согласитесь. Maybe you know how much cost the gas? Gas is one cylinder, 1,250 rupees. Oh, and how long you can ride for one gas balloon? Cylinder depends how much you use. For cars, no gas here, only in home cooking. В Дели и в Узбекистане автомобили часто ездят на газе, потому что он дешевле. Но здесь, в Кашмире, его используют только для приготовления еды. Покупают большие баллоны и ставят у себя дома. Например, на той же самой лодке. Да, в общем, в Индии без вопросов к вам будут подсаживаться в автомобиль друзья и соседи вашего водителя, и мы будем их подвозить обязательно. Поеду-ка я с вами вместе в аэропорт. My name is Mohammad Ashraf. I am a president taxi stand Srinagar Airport. There's a lot of burning issue of our union. Our livelihood is depend upon this Srinagar Airport. 250 members. Just like this, near about 20,000 families depend upon this your union. I can't feed now our family food, eat, school fee. It's a very big problem and burning issue. В этом городе полно полиции и военных. На каждом шагу, на каждом повороте здесь находится военизированная армия с автоматами и винтовками. Создается впечатление, что если здесь не будет этих людей, то нагрянет сильный конфликт. Даже страшно высовывать телефон из машины и снимать это. Боюсь, что они могут остановить меня и перекрыть эту лавочку. Reason is about regarding the Pahalgam incident. After that, is tourist flow is very down. How I understand, a lot of Pakistan people live here. It was beginning getting good season when Pahalgam something happened. Who done this, I don't know. But there is Kashmir, no militancy. No, this is just selling Kashmir. This is between India and Pakistan business. Kashmir is very big. Kashmir was its country by own self, like it is Nepal, it is this. Kashmir belongs from Srinagar to Pathankot, from Srinagar to Rawalpindi, Muzaffarabad, Rawalpindi, that is the Kashmir. Leh, Ladakh, Jammu, was the big country. Now they have gone into the pieces now because half up is taken by the Pakistan, half up is occupied by India,
Yep. So 10-15% is occupied by the China. Также здесь существует местная военизированная оппозиция, которая может в любой момент активизироваться и начать беспорядки в городе. Такое ощущение, что в один момент город может вспыхнуть как пороховая бочка. Before 22 April, 17,000 passengers in arrival in Srinagar airport. But now, it's only 5-6,000 after that incident in Pahalgam. I want to please stop these policies from some years, and after that just like a tourist flow is blow up, and after that I can't any objection, any problem from any service. Because we can solve when we have a fare. We must get sufficient fare for our cars. So always we have problem about the customers. They say you are charging too much. But we are not charging too much. We are paying the too much to the airport authority, to the department. They charging inside about nearly about nearly about 12 lakh rupees per month. So I want to help for this. They should not come here till tourism will increase. Then if they come, that is no problem. But this time is very little tourism. Как вы понимаете, в этом месте достаточно сложная проблема с туристическими маршрутами. Сейчас Uber и местные компании пытаются противостоять друг другу. Борьба идет за наличие рабочих мест. Люди теряют свои рабочие места и не могут прокормить свою семью, обеспечивать детей и платить по счетам. Это достаточно сложно. Would you respect to reference the chair that we are Srinagar International Airport Taxi and Drivers Union? That the Srinagar International Airport want to submit the following lines for your kind consideration. That sympathetic consideration that we Drivers Union of Srinagar International Airport have been prosecuting by e-carts from the last 2 years because they are taking our passengers from terminal building to drop gate. Number 2, that we 250 members are having families and having no other source of income other than driving and having hardly hard our mouth. And number 3, from last 4 decades we are running prepaid taxi service in Srinagar International Airport. Worth to mention here that the first all of we have to earn rupees 15 lakh to pay the airport authority tax, then we will earn our families. There is no need to our Uber service at Srinagar International Airport. That is happiness of livelihood. Livelihood will be today totally destroyed. Now keeping the view, we are requested to kind estimated self-kindly take this matter into the consideration and these services should be taken back as soon as possible. Как вы понимаете, люди представили свой лист, в котором они просят предоставить возможности для осуществления работ. Самое главное – это предотвратить возможность поглощения этих рабочих мест Uber и другими корпорациями. I wish you to solve this problem. I will try to help you and speak of this to Russian people to understand what is happening here. Thank you, sir. Thank you so much. Я пробыл здесь всего лишь 2 суток и еще одну ночь переночевал в другой лодке. Но могу сказать однозначно, что это невероятный опыт. Вы могли бы заселиться в любой отель, провести свою ночь в комфортных условиях Рэдисона или других местах. A few days ago, I saw how people fix a boat. But actually, I got one boy was from, I think, England. He was also their president of, because they have some houseboats also in England, I think. So I told him how your houseboats fixing. You will see in Kashmir nearly 100 years old we have houseboats here. But they're going now soon finish because 150 years more than. But they told you your boat can live maybe 1,000 years. Thank you. Yes, I say how it is possible that. He said the government have made me a big finance. They have given me a favor glass of sheets that is in the bottom and on the side. Half of that is favor glass sheets which never last for everything. If government support this industry to keep generation to generation, so they have to do something. Even government told we will give 30 or 40 feet of wood to get repairing. We didn't get. In this government, they just tell you, they give you nothing. They told you we will give you much help. Yep. That we need is help to get some wood. That for repairing, for houseboat, for banging houseboat, because we have to bang this houseboat because it can be leaking. Because when 2 wood pieces are just joined like this, so between there you need to have a rope that will save your houseboat. But it is also expensive. We need this every 2 years, 3 years, we have to do banging for the houseboat. На лодке реально кайфово. Здесь можно дышать свободно, никто не мешает.
Да, здесь живут, типа, ребята, которые вас обслуживают. Это сервис. Они в отдельной комнате находятся. Обычно это 1 либо 2 человека. Они также вам готовят еду, убирают, здесь стирают, моют, включают свет и обслуживают это помещение. Меня они совершенно не напрягают, потому что они находятся где-то в других местах и скрываются от вас. Весь день вы находитесь совершенно одни в этом замечательном корабле. How many people can live in one time? One time, this boat can live 3 families. Four people in one room, 5 people can live one room, so that means 3-4 families can live very easy in this boat. Я с удовольствием признаю, что место очень интересное, и этот замечательный человек подготавливает это место по самому лучшему классу. Name of houseboat Nairobi, Nigin Lake. My name is Abdul Hamid Angola. I'm very happy if I get from Tajikistan, Uzbekistan, from Arab countries, people here. God will help those who help themselves. So that is good, very nice. If I get my advertise and I will promote my business like this. How you think? Maybe your son will continue your business in this boat, or? Because I have only one son, I have 3 daughters. I married 3 daughters. So that was good luck. So I have done my work, finished. Don't stop, don't stop. I told my son it's better to do my job because I am now nearly 70 years, getting old. So I say, I don't know how long time more after me who will do this job. It's better you understand my job, so you can do that. Мои глаза разбегаются по разным местам, и я замечаю мелкие детали, как будто бы они здесь были всегда, и ничто их отсюда уже не может стереть. Но даже эти мелочи я ценю куда сильнее, чем путешествие в горы или отдых на пляже. Наверное, потому что это связано с людьми. Ты встречаешься с ними, узнаешь их особенности и получаешь от них особый опыт, который сохранится с тобой на всю жизнь. How you have some relax, fun and spend your time with your family? I have been all over the trekking here in Kashmir. I know I am the best trekker because I was getting from Germany much business. That was Marco Polo. So I was myself guide, cook and everything. So I have been Kashmir, everything, trekking, even Zanskar. So this time is now different change now. That I have done lot of trekking. This time I cannot go trekking because government make this business also. So they have sold this. They have given other company, they can go trekking. I cannot go, but if I try, they have to give me. But I have know that much to make fight with government. Because I am already old and I have a recognized, I can guide, I know everything, how much is Kashmir height, whatever is where. Это совсем не город мечты и не то место, где хотелось бы провести время. Скорее всего, это похоже на приближенную антиутопию, где люди стараются выжить. Несмотря на то, что вокруг царит печаль, грусть и разруха, они остаются улыбчивыми и стараются нести добро в этот мир. You know, today we're talking about Ahmed. Yeah, and can you tell me a little bit story how you work with him? Ahmed was my neighbor here, just other side. He has having houseboat. So there was 4 brothers. There was Wenger. When after 95, 96 in Kashmir, it was more worse. That time was no business. So that time the bridge was wooden bridge other side. So that was burning. So Ahmed and his brother was just making their labor job. Then I told Ahmed, you come with me, we will work, I will show you a business. So he came to with me airport and I told him that you buy this car because he got money some from this bridge working as labor. So he just brought a taxi. Then he started job. Now this time he is very rich. So I am happy that he make. He has no hotel, he has no house, everything he is working also in Delhi. And so we were good friends. Я не хочу сказать ничего плохого о людях, которые организовали этот маршрут, но единственный, кому я до сих пор доверяю, кто выполнил, в общем-то, свои слова, это Ахмед. If he is working hard Delhi, the tourist he is sending, so that way he is coming here, foreigners. Whether who is telling them to go Kashmir. Because he is working very hard, so he must earn. So he is sending tourists to the Kashmir. From New Delhi, that tourists can understand himself. The Kashmir situation is okay, no problem. But government side, we get no tourism. They didn't promote anything. Like these houseboat people,
they go Delhi, Jammu, Bombay. So they explain tourists. So when somebody bring him customers, so he has to give him money. Free nobody can do. When auto rickshaw bring him from Delhi, so when he knows I get something, then he give him business. It's a business. So he's sending them tour. So he make them weather package for everything. But which rate he can sell his package, I don't know that. As for me, I'm just understand how it's going. and Yes. I have no problem with him. He is very good person. He is very good person, yes, that way I will tell you. And my opinion is that good name is better than rich. Never mind. Вроде бы казалось, что чувак просто меня поймал за руку и сказал: давай, полетели в Кашмир, я устрою тебе приключения. Но он это и сделал. Да, я получил то, что хотел. Я увидел и бедный Кашмир, и людей, которые живут в хороших коттеджах. Меня сопровождали, постоянно подвозили, и за все это я не заплатил ни копейки. Я давал немножко чаевых. По $1 человеку за его помощь. Во всех остальных случаях менеджеры, которые будут к вам приходить, стараются втюхать вам по полной программе какие-то туры и посещения разных мест, которые вам вообще не сдались. Но вот реально ехать каким-то цыганям, которые с вас будут брать деньги еще там на месте, не имеет смысла. Подумайте, в какие вы места хотите съездить. Если с комфортом, то можно использовать автомобиль. Взять таксиста, он даже дешевле отвезет, чем это сделает тур. Найдите на улице машину, поторгуйтесь как следует, в раза 2-3. Если вы платили за такси раньше $5, сейчас можно платить $2. Вот прям гарантирую. В общей сложности я еще разок подведу итоги по финансовой стороне. 21 000 рупий было передано в Дели Ахмеду. С этих денег мне было полностью организовано все это путешествие. То есть, грубо говоря, за 18 000 или $200 меня отправили сюда на самолете из Дели, организовали такси, все поездки, кормили едой, и я находился в гостиничных условиях. Кажется, я даже оголодал. Можно посмотреть на мое лицо, и я явно теряю в весе. Но ни одной этой пищей я сыт, а насыщаюсь я духовной едой. Вокруг столько интересного, что нет времени на земные и бытовые дела. Эта история подошла к концу, но для меня она стала напоминанием о том, что мир не черно-белый. В нем всегда есть испытания, и только от нас зависит, какой оттенок серого они примут. Кашмир — это не только горы и озера, это люди, их вера и терпение. И я благодарен каждому, кто впустил меня в свой дом, поделился едой и открыл свое сердце. Если в этом видео вы заметили неточности или почувствовали, что что-то можно было рассказать лучше, напишите об этом в комментариях. Я уважаю ваше мнение и готов учиться. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, поддержите ее лайком и подпишитесь на канал. Так вы помогаете голосам других людей быть услышанными. Если вы живете в сложных условиях, если ваша история важна, и вы хотите, чтобы о ней узнали, вы можете связаться со мной. Мне действительно важно быть рядом и протянуть руку помощи. Берегите себя, и да пребудет с вами мир.